Когда-то в 2018 году Microsoft выпустила Surface Hub 2 – моноблок с огромным сенсорным дисплеем и операционной системой Windows 10. Он должен был стать идеальным инструментом для совместной работы нескольких человек. По сути, что-то похожее на какую-то электронную доску. Этот моноблок работал на специальной версии Windows 10 – Windows 10 Team. Об этой редакции практически ничего не известно, даже банальный поиск в интернете выдает недостаточно результатов и какой-либо весомой для меня информации. Windows 10 содержит кроме типичных редакций а-ля Pro, Home, Enterprise, LTSC, еще и Team. Как уже было сказано ранее, это специально созданная редакция для моноблоков Surface Hub. Эта версия Windows 10 недоступна для скачивания с сайта Microsoft, но ее можно собрать с помощью сайта UUP-Dump. Однако хочу сказать, что UUP-Dump во втором квартале 2022 года парализовался для жителей России и Беларуси по сами знаете каким причинам. Поэтому придется все скачивать с помощью VPN. Я все это уже сделал, и поэтому в этом видео мы детально рассмотрим эту систему, установим ее и, собственно, сделаем какие-либо выводы. Запускаем образ и начинаем установку. В целом, как можно заметить, установка Windows 10 Team никак не отличается от установки полноценной Windows 10. Тут даже есть командная строка, да и вообще Win32 приложение. Почему я на это так заострил внимание, узнаете далее в этом ролике. А в остальном этапы ничем не отличаются, и на первый взгляд может казаться, что я вас как-то разыгрываю и ставлю обычную десятку, но нет. По традиции делаем вид, что читаем лицензионное соглашение, с серьезным лицом размещаем разделы под себя и начинаем распаковку файлов. После перезапуска идет второй этап установки с типичной настройкой устройств и подготовкой к первоначальной настройке. После прохождения второго этапа установки перед нами появляется не голубой экран с надписью Just a Moment, как это было в десятке, а появляется полупрозрачный логотип Windows с надписью Just a Moment. И перед нами появляется первоначальная настройка. Захлопнись, пожалуйста, спасибо. Вначале нам предлагают выбрать регион, в котором мы проживаем. Я в качестве примера укажу США. А в качестве раскладки клавиатуры я выбираю американскую. Все как в обычной Windows. Далее происходит установка каких-то важных вещей и появляется окно с настройкой аккаунта устройства. Тут просят изначально ввести какой-либо аккаунт Microsoft, имя пользователя или домен рабочей группы. Также снизу предлагается ввести и пароль. Но нам это не нужно, поэтому я просто этот шаг пропускаю. Далее нам просят ввести имя устройства и имя, которое будет показываться при подключении других людей к вашему устройству. В первом поле я ничего придумать не смог, а во втором я напишу вот так. Согласитесь, ну правда же. Далее нам предлагают зарегистрировать наше устройство в каком-нибудь домене Active Directory, сервисе Microsoft Azure или просто создать учетную запись, которая будет доступна только в пределах системы и этого устройства, то есть офлайн аккаунт. Я лично не хочу куда-либо присоединяться, поэтому просто создам офлайн аккаунт. Ну а там по классике. Имя будущего аккаунта, пароль, кстати, этот этап нельзя пропустить, однако удивительное для Windows явление, и задать базовые настройки конфиденциальности. После указания всех данных нас ждет перезагрузка. Непонятного только зачем, но окей, будем считать это как нормальное явление. После перезапуска нам заглушенная Cortana сообщает о завершении первоначальной настройки и готовности входа в аккаунт. И собственно, мы входим в аккаунт. Однако, спешу сказать о том, что тут нет диспетчера задач. Сочетание Ctrl-Alt-Del, оно на миллисекунду показывает черный экран. Командной строки и сочетание Shift F10. Здесь даже нет такого понятия, как рабочий стол. Итак, мы вошли в аккаунт, и сейчас показывается дата и время, надпись о том, что сейчас идет подготовка для следующей сессии, а в левом верхнем углу показывается отладочная информация в виде номера сборки, IP-адреса устройства и ее модели. После завершения всех подготовок и прочей нудной ерунды, перед нами появляется фон, плитки для быстрого создания группового звонка, открытие интерактивной доски Microsoft Whiteboard и подключение к какому-либо устройству или сети. Меню пуск в этой системе выглядит вот так. 4 вкладки. Главное, список всех приложений, аккаунт и вкладка для завершения сессии. Не завершение работы, а завершение сессии.
При ее нажатии устройство должно уходить в спящий режим, но в нашем случае оно просто служит как перезаход в аккаунт. Из списка приложений здесь калькулятор, часы, приложение Office 365, Microsoft Edge, карты, приложение фотографий OneDrive и некоторые приложения из Windows 10 Mobile в виде проводника и камеры. Никаких Win32 приложений в списке здесь нет. Забудьте о нем. При запуске какого-либо приложения оно сразу занимает весь экран. Перетаскивать окна нельзя, только тайлинг, как это было в Modern UI приложениях Windows 8. Вместо кнопок «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть» здесь имеются кнопки «Закрыть», «Развернуть на полный экран» и «Сделать скриншот». Последняя кнопка действительно создает скриншот окна и открывает его в whiteboard для последующего редактирования. Если закрыть все приложения, то нам просто показывается затемненный фон и надпись «Открывайте приложение в меню «Пуск» или коснитесь кнопки «Завершить сессию». Панель задач тут тоже интересная. Справа есть показ времени, нажатие на который открывает стандартный календарь, панель уведомлений и прочие настройки, но они тут очень скудны. Громкость, режим не беспокоить, перезагрузка устройства и активация специальных возможностей. А слева показывается имя нашего аккаунта. Теперь давайте посмотрим, что в параметрах. А там всего лишь один пункт. Сильно. Но это показывается список настроек, которые доступны для обычного юзера. Если войти с правами администратора, то список становится куда шире, но все равно их так много не стало. Первый пункт содержит настройки аккаунта, управление устройством и приложениями, скудную персонализацию, которая содержит только изменение фона, и вкладку, которая показывает информацию об устройстве. Вкладка устройства просто показывает список всех подключенных устройств и кнопку для добавления нового. Ничего лишнего. С вкладкой сети интернет точно так же. В общем, настройки по сравнению с обычной Windows 10 совсем скудноватые, но опять же, для обычной мультимедийной доски таких настроек за глаза. Теперь приступим к проводнику. Как уже было сказано выше, он из Windows 10 Mobile и не имеет выхода на системный раздел диска. Exe-файлы в системе открыть здесь нельзя. Система спрашивает а найти ли приложение в Microsoft Store, которое понимает этот формат. Хотя, если подумать, Exe-приложение здесь явно можно запустить, только с этим нужно постараться. Это же Windows, лол. В стандартной поставке системы идет пакет Microsoft Office 365 в виде Word, Excel и PowerPoint. Также в системе есть Microsoft Store, однако впуск его не найти, он почему-то спрятан, что странно. И здесь, по сути, для Surface Hub нет каких-либо приложений, вот прям вообще. А приложения, которые предназначены для ПК, здесь не подойдут, Store просто не даст их установить. И знаете, смотря на все это, мне вспоминается одна версия Windows, выпуск которой был отменен в 2021 году. Вот она пипец прям как похожа с сегодняшним творением, которое я сейчас рассматриваю. Да нет, показалось. И что в итоге? Можно ли сказать, что эта система бесполезная? Нет. Она, конечно, не подойдет для рядового пользователя, но будет прекрасно работать на интерактивных досках, хоть майкрософтовских, хоть от других производителей. Но можно однозначно сказать одно. Она очень сильно и намеренно урезана. А что думаете вы? Пишите свои мнения в комментарии. А на этом все. Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео. Также можешь подписаться на канал, чтобы поддержать мое творчество и достичь 50 тысяч подписчиков. Огромное спасибо за просмотр и до новых встреч!